Всем привет! Сегодня я поделюсь рецептом необыкновенного торта. Он не только невероятно вкусный, но и готовится достаточно быстро из самых простых ингредиентов. Разрез у него просто восхитительный. Я уверена, этот торт займет в вашей кулинарной тетрадке по праву достойное место, рядом с такими кулинарными гигантами, как торт Наполеон или медовик. Приготовим коржи для торта. В кастрюлю с толстым дном нальем 180 мл воды, добавим 1/4 часть чайной ложки соли и 75 грамм сливочного масла, нарезанного на небольшие кубики. Поставим на огонь и доведем смесь до кипения. Как только вода с маслом закипят, масло полностью растворится, снимем с огня и добавим 110 грамм муки. Все тщательно перемешаем лопаткой. Масса собралась в однородный комок и отстает от стенок. Теперь вернем кастрюлю на огонь и подсушим еще немного теста. Это займет примерно 1-2 минуты. Далее тесту нужно дать немного остыть до теплого состояния, примерно до температуры 50-60 градусов, то есть когда палец терпит, иначе яйца могут свернуться и получится омлет. Добавим 3-4 яйца. После каждого яйца тесто перемешиваем лопаткой, либо миксером, что еще проще и быстрее. Количество яиц мы определяем по состоянию теста. Тесто должно стекать широкой лентой, на конце оставлять мягкий клювик, который не отваливается резко. Готовое тесто перекладываем в кулинарный пакет. На пергаментной бумаге карандашом рисуем окружность. Я нарисовала диаметром 20 см. При выпекании коржи увеличится в объеме до 22 см. Из теста по намеченному контуру рисуем круг. Внутри круга делаем полоски из теста на расстоянии примерно 1,5-2 см друг от друга. Сначала в одном направлении, а потом в другом, чтобы получилась сеточка. Если диаметр позволяет, можете выпекать сразу по 2 коржа. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 210 градусов 7-10 минут. Посмотрите, как тесто увеличилось в диаметре. Не рисуйте круги близко к краю или близко друг к другу, иначе им некуда будет расширяться. Вот такая красота получается. Они полностью пропеклись, ни в коем случае не сырые. Таким методом готовим все коржи из всего теста. Всего получилось 6 коржей и один похуже. Его я буду использовать для посыпки. Приготовим крем для торта. В кастрюлю разобьем 2 яйца. Добавим 150, можно 180 грамм сахара, 50 грамм кукурузного крахмала. Все это тщательно перемешаем венчиком, чтобы не оставалось комочков. После чего тонкой струйкой введем 600 мл молока. Молоко можно заранее немного подогреть, чтобы крем заварился быстрее, но это не принципиально. Заварим крем, постоянно помешивая. Он должен покипеть секунд 30. После чего снимем с огня, накроем пленкой в контакт и охладим до комнатной температуры. Далее в миску кладем 180 грамм мягкого сливочного масла. Взобьем его до пышного состояния. Оно посветлеет и увеличится в объеме.
Далее добавим заварную основу комнатной температуры. Делайте это в несколько подходов. Для аромата обязательно добавьте немного ванили. Также отдельно на паровой бане я растопила 100 грамм белого шоколада и переложила его в кондитерский мешок. Соберем торт. На дно плоского блюда кладем наш замечательный корж. Поливаем его растопленным белым шоколадом. Это предохранит тесто от излишнего размякания. После чего смажем кремом. Накроем вторым коржом и так слой за слоем. Кладем последний корж, но его кремом смазывать не нужно. Наносим крем на бока торта. Корж для посыпки измельчаем в крошку и украшаем ею бока торта. Оставшийся крем переложим в кондитерский мешок с насадкой. Отсаживаем на торт звездочки из крема. Далее торт нужно обязательно поставить в холодильник для стабилизации. Его можно пробовать уже через пару часов. Торт получился очень вкусный. Нежный заварной крем идеально сочетается с коржами из заварного теста. Приготовить такой десерт совсем несложно и справится с ним каждый. Этот торт украсит любой стол и порадует ваших гостей. Друзья, не забывайте подписываться на канал, оставляйте ваши комментарии, пишите, откуда вы меня смотрите, мне будет очень интересно. Всех обнимаю, всем пока!